«За той машиной», — сказала девушка, запрыгнув на заднее сиденье автомобиля с решимостью в голосе. «В шпионов играете?» Улыбнувшись, спросил водитель, глядя в зеркало заднего вида. «Да, что-то вроде этого», — с улыбкой ответила Лиза, хотя на душе у нее было печально и тревожно. Ей вовсе не хотелось следить за собственным парнем, тем более за тем, который скоро станет отцом ее ребенка. Эта мысль угнетала ее, но его поведение не оставляло ей выбора. Алекс в последнее время стал каким-то замкнутым и неразговорчивым, словно прятал от нее что-то важное. Его явно что-то тревожило, но он боялся признаться своей девушке, и это только усиливало ее беспокойство. Лиза чувствовала, что между ними возникла пропасть, и она не знала, как ее преодолеть. «Твой ненаглядный к цветочному ларьку припарковался». Голос таксиста вырвал девушку из раздумий. «Ого, целый букет тащит», — изумился он. Сердце Лизы сжалось от обиды и боли. Значит, все-таки другая. «Сейчас вы оба у меня получите», — решила про себя девушка и, взяв себя в руки, спокойным голосом сказала таксисту, чтобы он и дальше ехал за автомобилем Алекса. У себя в голове Лиза прокручивала сотни сценариев, представляя, как застанет любимого за изменой, как посмотрит ему в глаза, поймав его на обмане, и как он будет пытаться оправдаться, но ни один из вариантов развития событий, придуманный девушкой, не оказался верным. Внедорожник Алекса припарковался у городского кладбища, и сердце Лизы сжалось от неожиданности. Все, что угодно, но такого Лиза себе представить не могла. Ее парень, взяв цветы, отправился к чьей-то могиле, и в этот момент она почувствовала, как ее охватывает тревога. Оказывается, она так мало знает о своем парне, с которым планировала связать всю свою дальнейшую жизнь. Мысли о том, что он мог скрывать от нее важные вещи, терзали ее, и она не могла понять, почему Алекс не делился с ней своими переживаниями. Каждый шаг, который он делал, казался ей загадкой, и это лишь усиливало ее беспокойство. Сунув несколько купюр таксисту, Лиза попросила, чтобы он подождал ее, на что тот с готовностью согласился, чуть приподняв брови от любопытства. Видимо, ему и самому было интересно узнать, чем же закончится эта история, и он с нетерпением ожидал, когда она вернется. Алекс подошел к могиле девушки, которая была чуть старше Лизы, и положил цветы, аккуратно укладывая их на землю. Постояв немного в раздумьях, он что-то тихо сказал и, развернувшись, зашагал к выходу, едва не увидев Лизу, которая затаила дыхание, прячась за деревом. В этот момент ее сердце колотилось в груди, и она чувствовала, как волнение охватывает ее. Неожиданная встреча с правдой заставляла ее задуматься о том, что скрывает Алекс и какие тайны он утаивает от нее. Девушка сама себя проклинала за то, что она сейчас делает, но другого выхода не было. Ей нужно было выяснить, что скрывает от нее тот, кого она называет любимым. Внедорожник вновь скрылся за поворотом, когда Лиза с таксистом начали его преследование. «Получается, не для любовницы он вез цветы?» — спросил таксист, глядя на Лизу в зеркало заднего вида. «Получается, что так», — согласилась она, все еще будучи погружена в собственные мысли. Еще больше она удивилась, когда машина ее парня подъехала к детскому дому. Через какое-то время вышла женщина-воспитатель, держа за руку девочку лет 5. Девочка кинулась к Алексу, и тот, подхватив ее на руки, начал кружить и целовать, прижимая к себе. Теперь картина в голове Лизы совсем не складывалась. Не было никакой любовницы, а была маленькая девочка, которая почему-то жила в детском доме. Кто она? И почему Алекс никогда не говорил о ней? А эта женщина на кладбище? Все эти вопросы не давали Лизе покоя. Наконец, встретившись вечером со своим парнем, она высказала ему все, что узнала, и призналась в том, что следила за ним, не в силах скрывать свои чувства и переживания. Алекс выслушал ее, опустив голову, и в его глазах читалась печаль. После ее вопросов он какое-то время сидел молча, обдумывая произошедшее, словно искал нужные слова, чтобы объяснить все, что его тревожило. А потом вдруг сказал: «Ты знаешь, а так, наверное, даже лучше. Я уже давно собираюсь рассказать тебе все, но не знал, как это сделать». И он грустно улыбнулся, как будто стараясь скрыть свои эмоции. «Та девушка на кладбище — это Наташа. Мы встречались с ней 6 лет назад, и она мне действительно очень нравилась.
Алекс задумчиво смотрел куда-то в пустоту, будто погружаясь в то самое время, когда все было иначе, и его мысли унесли его в прошлое, полное воспоминаний о любви и утрате. А потом она куда-то пропала. На этих словах Алекс перевел взгляд на Лизу, отчего ей даже стало не по себе. Я искал ее, звонил, но все было бесполезно. Телефон был недоступен, а в кафе, где она работала, мне только сказали, что ее бабушке в каком-то селе стало очень плохо, и она, бросив все, сорвалась туда. Что это за деревня была, мне так и не удалось выяснить. А потом я встретил тебя. Алекс улыбнулся. Встретил и влюбился, как мальчишка. На самом деле я даже не подозревал, что так можно любить. На этих словах у парня покатились слезы. Было видно, что он не врет, и сейчас он откровенен с ней как никогда. А откуда же я тогда знал, что Наташа не одна сбежала от меня в эту таинственную деревню? Улыбнувшись, он будто бы адресовал свой вопрос Лизе. «Не одна? А с кем?» – изумилась девушка. «А с той самой девчонкой, которую ты видела возле детского дома», – пояснил Алекс, глядя куда-то в пол. «Ее Саша зовут, и она моя дочь. Представляешь?» На этих словах Алекс тихо засмеялся, рискуя заплакать. «А я и сам только недавно узнал об этом. А дочь моя все это время в детском доме живет. А что с Наташей случилось? Почему она умерла?» Присев рядом, Лиза положила ему руку на плечо, стараясь хоть как-то поддержать своего парня. «Мне сказали, что она умерла во время родов». Он снова вытер глаза, стараясь сдержать слезы. «А мне только недавно подруга Наташи все рассказала. Я ведь даже и не подозревал ничего». Обернувшись на Лизу, он сказал: «Теперь ты все знаешь, родная». На этих словах он горько улыбнулся. «Я очень тебя люблю. Больше жизни. Но и дочь оставить там не могу. Если ты готова принять нас обоих, то я буду счастлив». Лиза была ошарашена этим рассказом. Она могла ожидать всего, чего угодно. Но то, что у ее любимого есть дочка, да еще и в детском доме, такое не могла предвидеть даже ее женская фантазия. «Дурак ты!» — потеребив парня по волосам, вдруг сказала она. «Я думала, что у тебя любовница, а ты боялся сказать мне о ребенке». Улыбаясь и обнимая своего парня, она добавила: «Разве я могу от ребенка отказаться, когда сама скоро стану мамой?» Алекс все понял и крепко обнял свою девушку, спрятавшись в ее волосах от всех бед на свете. «Как же я счастлив!» – прошептал он Лизе на ухо, и его голос звучал так искренне, что она почувствовала, как ее сердце наполнилось радостью. «Ты – самое большое мое благословение». Сказав это, он нежно поцеловал будущую мать своих детей, и в этот момент мир вокруг них словно замер. Вскоре Алекс и Лиза поженились. И теперь они стали мамой и папой сразу для двух детей, что добавило в их жизнь еще больше смысла и радости. Первым делом они забрали Сашу из детского дома, и ее счастливый смех наполнил их дом светом, а вскоре у них появился сын Ваня, который стал еще одним источником счастья. Кажется, счастье поселилось в их большой и шумной семье, где всегда было весело и многолюдно. Лиза смогла принять и полюбить Сашу как собственную дочь, и та отвечала ей взаимностью, что только укрепляло их связь. Насколько же это важно — уметь слышать и понимать любимого человека, чувствовать его эмоции и переживания. Ведь если бы Лиза не смогла тогда понять своего парня, то и всего этого у них сейчас бы не было, и их жизнь сложилась бы совершенно иначе.